Правило маятника. В нашем мире чуть ли не на каждом шагу приходится сталкиваться с прямой или косвенной информацией, касающейся половых взаимоотношений. В модели трансерфинга данная тема, как и многие другие, предстает в необычном ракурсе. Секс играет весьма значительную роль в личной жизни людей, хотят они себе в этом признаться или нет. Точнее, даже не сам секс, а отношение к нему. Неважно, ведет человек половую жизнь или нет, в его мыслях время от времени возникают вспышки, выражающие отношения. Вообще нейтральной позиции здесь быть не может, природное естество, так или иначе, дает о себе знать. У одних людей отношение проявляется в виде неприятия, раздражения, насмешки, отторжения. У других оно превращается в намерение. И если намерение не реализуется или реализуется неудачно, тогда в психике вырастают всевозможные комплексы, или, выражаясь терминами трансерфинга, негативные слайды. Можно констатировать, что вопросы секса в той или иной степени волнуют, если не всех, то очень многих. И очень многие на этой почве имеют те или иные комплексы. Немалую роль здесь играют маятники, они всеми способами стараются внушить вам, что вы несовершенны и у вас проблемы. И вы действительно верите, что у вас проблемы. Вы себе представить не можете, как вы не одиноки в этой вере. Думая, что в интимной жизни у вас не все ладно, в то время как у других полный порядок, вы глубоко заблуждаетесь. Это иллюзия, искусно созданная маятниками с помощью средств массовой информации. Обратите внимание, всюду, где затрагивается тема секса, вам показывают людей, у которых якобы все в норме. Так вот, если взять заполненные стадионы и убрать оттуда всех, у кого что-то не ладится, то останется не более чем пальцев на руках. Попробуйте представить себя в центре огромного заполненного стадиона, который вдруг опустел, и вы озираетесь в поисках оставшихся нормальных. Вот такие масштабы. Даже если ваши приятели, хвастающие своими успехами, не преувеличивают, можете быть уверены, у них тоже есть свои проблемы, которые они тщательно скрывают не только от окружающих, но и от себя. Не будем вспоминать Фрейда. Он вряд ли мог себе представить, каких размеров достигнет сексомания в наше время. Просто предлагаю вам задаться вопросом, почему вокруг такой простой функции, в совершенстве отлаженной природой, возникает столько проблем. Ответ на этот вопрос лежит в совершенно неожиданной плоскости, некоторым образом связанной с таким явлением, как флешмоб. Если вы не знаете, что это такое, я поясню. Представьте себе многолюдную улицу или площадь в солнечный день. Все идет, как обычно. И тут внезапно, ни с того ни с сего, несколько десятков или сотен человек достают зонтики, раскрывают их и всем своим видом показывают, будто идет дождь. Нормальные прохожие стоят с разинутыми ртами, а люди дождя от души веселятся. Такая грандиозная шутка организуется очень просто. Группа людей, даже незнакомых друг с другом, договаривается между собой через интернет о том, что в определенное время в условленном месте по сигналу будет выполнено некое нелепое действие. Что происходит во время этой акции? Как вам известно, когда группа людей начинает мыслить в одном направлении, создается маятник. Флэш-группа думает: смотрите, вот мы какие с зонтиками. Остальные прохожие, раскрыв рот, недоумевают, чего это они. Однородное мысленное излучение группы людей создает резонанс, энергию которого и поглощает маятник. Флэш-маятник является самым недолговечным, он вспыхнул и погас, а потому не причинил никому вреда. Этот безобидный пример нам показывает, как зарождаются и действуют более долговечные и деструктивные маятники. Что требуется для того, чтобы заставить людей излучать энергию в одном направлении? Нужно определить шаблон поведения и мышления, задать правила. Конечно, правила создают не маятники, а сами люди. Маятники не способны реализовать осознанное намерение. Они возникают самопроизвольно. Но порождает их созданное правило. Правило маятника является самым страшным и вредоносным из всех, что придумало человечество. А гласит оно: «Делай, как я». Любые шаблоны поведения и мышления в общем виде
сводится к правилу маятника. Понаблюдайте, и вы заметите, что это правило действует сплошь и рядом. Конечно, вред оно приносит не всегда. Например, волна болельщиков на стадионе порождает флеш-маятник, и он питается энергией резонанса, хотя никому от этого хуже не становится. В концертном зале маятник вовсю поглощает энергию зрителей. От этого тоже никакого вреда нет, но обратите внимание, как зачастую ведут себя артисты. Они изо всех сил стараются раскачать публику правилом маятника выше, выше ручки. А ну, теперь все вместе. Зрители послушно хлопают в ладошки, и эта энергия, мизерная для одного человека, выливается в резонанс, создающий невидимого монстра, висящего над залом. Если бы маятник не поглощал эту энергию, артист буквально взлетел бы в воздух. Но артист получает ничтожные крохи, все остальное забирает маятник. Монстр живет до тех пор, пока люди выполняют его правила: «Делай, как я». Ну и что из этого? Ведь ничего страшного не произошло. Действительно, флеш-маятники безвредны. Ну а какое это имеет отношение к сексу? Ни за что не угадаете. Мы начали говорить на тему секса, но переключились на флешмоб. Что же общего между ними? Вы, наверное, подумали, что это общее каким-то образом связано с энергией. Действительно, во время занятий сексом возникает флеш-маятник, который поглощает энергию резонанса. Люди еще с древних времен подозревали, а то и знали о присутствии некой сущности, которая витает над сценой действа. Данная сущность, которую в рамках модели трансерфинга мы называем флеш-маятником, у разных народов обычно ассоциируется с эмоционально окрашенными образами. Например, сатана тешится. А некоторые последователи оккультных практик твердо убеждены в том, что во время полового акта излучается энергия, привлекающая различных представителей тонкого мира, которые тут же слетаются и устраивают свою бесовскую оргию. Что бы там ни говорили, все это не должно вас беспокоить, поскольку флеш-маятник не может причинить вам вреда. Он просто питается энергией, которую вы и так растрачиваете, только и всего. Но суть дела не в этом. Главное, что объединяет секс в его современном виде с маятником, это правило маятника «делай, как я». С развитием технических средств массовой информации правило маятника вступило в свое безраздельное господство. Психика человека на каждом шагу подвергается незаметной, но весьма эффективной обработке с внедрением шаблонов поведения и мышления. Я бы поостерегся употребить здесь слово «зомбирование», но в сущности все идет к тому. Современная индустрия информации и развлечений построена на одном простом принципе: смотри, как это делают другие, добившиеся успеха, и следуй за ними, бери с них пример. Все, что вам пытаются продемонстрировать, это эталон успеха. Вы и сами все прекрасно понимаете, но, возможно, вы не задумывались, насколько огромно влияние этой пропаганды, иногда явной, но чаще действующей незаметно, исподволь. В особенности это касается всего, что связано с интимными взаимоотношениями. Вот здесь очень прочно обосновались стереотипы того, как оно должно быть. Вся печатная и видеопродукция на эту тему демонстрирует отношения, которые, как следует понимать, удовлетворяют стандартам. Не подумайте, что я веду речь о неком заговоре или намеренной пропаганде. На самом деле никто не ставит своей целью внедрить какие-то шаблоны. Все получается само собой. Дело в том, что в мыслях человека всегда присутствуют сомнения. Правильно ли я поступаю? Всегда существует необходимость сравнения, поскольку успех – вещь относительная. Поэтому, когда человек видит чужой успех, он естественно склоняется к тому, чтобы воспринимать его как эталон. Интимные отношения, и в особенности секс, в основном имеют место в тесном и замкнутом кругу, следовательно, потребность в подтверждении того, что все у нас в порядке, возрастает. А если человек не имеет, а тем более не имел партнера, тогда он просто судорожно начинает искать эталон. И, конечно, средства массовой информации удовлетворяют эту потребность людей, предоставляя всевозможные эталоны на широкий выбор. Так формируются общепринятые стереотипы, как следует делать это, какой иметь имидж и все такое.
Например, он крутой мачо, она знойная секси. Смотрите на них и делайте как они. А если вы не вписываетесь в эти стандарты, значит с вами что-то не в порядке. Всю деструктивность этого правила трудно себе вообразить. Вы, наверное, думаете, я неоправданно завышаю важность проблемы, когда говорю, что правило маятника является самым страшным и вредоносным из всех придуманных человечеством. Отнюдь. Я выражаюсь весьма сдержанно. Число распавшихся пар огромно. Число несостоявшихся счастливых семей, возможно, еще больше. Главной причиной разлада в конечном итоге является неудовлетворенность в сексе. Все остальное либо следствие, порожденные этой неудовлетворенностью, либо отговорки людей, не желающих признаться друг другу в истинной причине. Неудовлетворенность возникает вследствие того, что двое следуют правилу маятника. Они знают, что в соответствии со стандартами необходимо это делать так и вот так. Правило маятника гласит «делай, как я», а значит «измени себя, измени себе». И человек пытается подстроить себя под установленные стандарты, а в результате получает душевный дискомфорт и неудовлетворенность. Ошибка человека, имеющего какие-либо проблемы с сексом, состоит в том, что он играет роль. Все очень просто. Человек выбирает из множества эталонов один, который ему наиболее подходит, и другой для своего партнера. Далее он берет себе эту роль и начинает ее играть, а на партнера вешает проекцию в соответствии со своими ожиданиями. Причем, что удивительно, эту роль он играет как раз по принципу трансерфинга отстраненно, как играющий зритель, потому что постоянно сравнивает себя и партнера с эталоном. Правильно ли все получается? В итоге ничего не получается, потому что природа секса такова, что требует расслабления, свободы и самоотдачи. Секс является тем единственным случаем, когда в игру нужно погружаться с головой, причем без всяких ролей. Нормальный и естественный секс – это игра по правилам, которые устанавливаете вы сами, без оглядки на то, как это делают другие и как якобы положено. Вдобавок сильно сбивает с толку неправильное смешивание разных понятий – любовь и секс. Иногда просто мутит, когда слышишь это ханжеское «займемся любовью». Не проще ли называть вещи своими именами? Секс – это не любовь, а любовь – это не секс. А разве эти вещи несовместимы? Совместимы, только еще раз, любовь – это не секс, а секс – это не любовь. Эти вещи можно как совмещать, так и разделять. Но правило маятника мешает это делать естественно. Я не ошибусь, если скажу, что любые неудачи в сексуальном контакте связаны с тем, что люди, следуя правилу маятника, пытаются искусственно смешивать любовь и секс. В результате выходит несуразный гибрид. На самом деле, если забыть о правилах и стандартах, все очень просто. Представьте себе шкалу с нулевой отметкой посередине, где слева идут деления ласки, а справа агрессии. Так вот, если стрелка отклоняется влево, это любовь, а если вправо, то это секс. Нравится вам такая мысль или нет, но секс, как ни крути, это в большей степени агрессия, чем ласка. Но многие люди стесняются или боятся, когда у них просыпаются эти дьявольские инстинкты. Они считают, что это противоестественно. В самом деле, встречаются два нормальных человека и поначалу ведут себя совершенно обыкновенно, но потом у них появляется какой-то хищный блеск в глазах, и они начинают вытворять вещи, которые никак не вписываются в рамки чего. Вот здесь и вступает в силу правило маятника. С одной стороны, существуют общепринятые рамки приличия, нарушать которые не всегда удобно. С другой стороны, находясь в этих рамках, получить удовлетворение от секса невозможно. А хочется, чтобы было и то, и другое. И вот, с тем, чтобы подстроиться под стандарты, люди начинают играть свои роли. Боясь пробуждения животных инстинктов, они разбавляют секс установленными и, как им кажется, необходимыми ритуалами. Это, в свою очередь, вызывает некоторое закрепощение. Надо бы отпустить вожжи, а правило маятника не позволяет. И наоборот, если стрелка забирается далеко в сторону агрессии, тут же возникает необходимость подтверждения «а ты меня любишь?». Итак, на сцене постоянно присутствуют два играющих зрителя. Они, словно марионетки,
висят на нитке контроля, за которую сами себя прицепили. Что они делают? Они изо всех сил пытаются перетянуть стрелку то в одну, то в другую сторону. А надо всего лишь плюнуть на правила маятника и отпустить стрелку, пусть она гуляет свободно, в корреляции с чувствами души, а не идеями разума. Кто-то может возразить, что так недолго и до животного уровня опуститься. И здесь снова работает правило маятника. Кто это установил границы, где кончается человечность и начинается животный уровень? Да и дело даже не в самих границах, а в том, что вы сами должны определять для себя свои правила, а не следовать чужим. Вы человек, а потому имеете право на свои критерии человечности и приличия. Надеюсь, вы понимаете, что я все это пишу для людей, которые имеют некоторые проблемы с сексом, в особенности для тех, кто любит друг друга. Все, что нужно для устранения проблем, это отпустить стрелку так же осознанно, как осознанно держится контроль над соблюдением правила маятника. Существует категория людей, которые в сексе не испытывают никаких затруднений. В самом деле, многие проблемы снимаются, если называть вещи своими именами, не смешивать понятия, осознанно отдавать себе отчет, чего желаешь получить, и главное, честно говорить об этом партнеру. Жизнь сразу становится проще, если быть открытым. Можете быть уверены, у вашего партнера скрытых желаний тоже предостаточно. При этом могут возникнуть ситуации, когда один хочет то, чего другой не приемлет. Что делать в таких случаях? Во-первых, необходимо всегда помнить первый принцип Фрейлинга. Откажитесь от намерения получить, замените его намерением дать, и вы получите то, от чего отказались. Этот великолепный принцип работает безотказно, причем вы даже не всегда поймете, каким именно образом. Во-вторых, необходимо все-таки полностью отказаться от правила маятника и заменить его правилом трансерфинга. А правило это гласит: позвольте себе быть собой, а другому быть другим. Как вы понимаете, чтобы получить удовлетворение от сексуальных отношений, необходимо чувствовать себя свободно, раскрепощенно. Человек не может чувствовать себя свободно, если имеет избыточные потенциалы в виде комплексов, например, неполноценности. Как бы он ни старался расслабиться, равновесные силы не позволят. Но львиная доля напряженности возникает не столько вследствие избыточных потенциалов, как таковых, сколько в результате отношений. Зависимости. Внутреннее намерение людей чаще всего направлено на то, чтобы получить, а не на го, чтобы дать. К тому же на партнера обычно вешается проекция в соответствии с ролевыми ожиданиями. Никак не хочется позволить другому быть другим. Отношения зависимости, как вы знаете, порождают поляризацию, вызывающую ветер равновесных сил, которые в итоге все портят. Правило трансерфинга мгновенно снимает поляризацию, созданную отношениями зависимости. Поэтому, даже если от комплексов не удается избавиться, достаточно следовать правилу трансерфинга, и напряжение сразу же заметно разрядится. Позволить себе быть собой значит принять себя со всем своим несовершенством. Позволить другому быть другим значит снять с него проекции своих ожиданий. В результате ситуация, когда один хочет то, чего другой не приемлет, непостижимым образом разрешится сама собой. Повторяю, все, что нужно, это отказаться от правила маятника, заменить его правилом трансерфинга и направить свое намерение в соответствии с первым принципом Фрейлинга. Если вы это сделаете вдвоем, у вас больше не будет никаких проблем. Подробные рассуждения на тему, почему это работает, оставим психологам. Просто работает, и все. Но вообще, зачем маятнику правила? В случае с флеш-маятниками все понятно, они питаются энергией резонанса, поэтому им необходима синхронность действий. Ну а на чем держатся все остальные, долговечные маятники, для которых не обязательно, чтобы их приверженцы действовали как один? Прежде всего, правило маятника устанавливает нормы поведения и мышления, то есть стандарты нормальности. Человек не понимает, что ему предлагается эрзац, суррогат успеха. Чужой успех не может служить примером, образцом для подражания. Подлинный успех достигается только теми, кто отважился нарушить правила и пойти своей стезей.
Следуя по чужим стопам, человек навечно обречен догонять заходящее солнце. Стандарты успеха – это мираж, но человек не знает или не желает знать, что правила маятника держат его в паутине иллюзий. Иллюзия зачастую слаще, удобней, понятней, чем неизвестная реальность. Когда человек сталкивается лицом к лицу с тем фактом, что не вписывается в установленные стандарты, он испытывает душевный дискомфорт. Его гнетет страх перед поражением, он чувствует свою неполноценность, ощущает себя одиноким в этом враждебном мире. Что он может сделать? Один из вариантов отторжения. Человек может окружить себя по отношению к недостижимым эталонам стеной неприятия, а может продолжить свою гонку за эталоном. Следуя правилу маятника, человек пытается изменить себя и загоняет свою душу в футляр обусловленности. Это не приносит ничего, кроме неудовлетворенности, в результате чего снова приходится себя менять. Так вот, когда человек пускается в погоню за эталоном, он излучает энергию неудовлетворенности и разочарования. Иначе и быть не может. Точно так же ослик ходит по кругу за подвешенной морковкой. Вот этой энергией и питаются деструктивные маятники, прилагающие эталоны чужого успеха. Стена отторжения, в свою очередь, требует не меньших затрат энергии. Очень непросто держать вокруг себя защитное поле, когда повсюду и на каждом шагу тебе внушают правила, которым ты не в силах следовать. Но из этого лабиринта все-таки есть выход. Заключается он в том, чтобы отказаться от правила маятника и пойти своей стезей. Кто это сделает, обретет удивительное качество, от ощущения которого буквально дух захватывает, внутреннюю свободу. И такие люди есть. Вот, например, письмо читательницы, стоящей в 2 шагах от этой свободы. Мне под 30, и у меня никогда не было мужчины. Сексопатологи говорят, что это серьезная ненормальность. А я не могу понять, почему. Я всегда верила, что нигде не написано, что до 25 нужно срочно с кем-то спать, и что девственность – повод для моральной казни. Я привлекательна, и случаев наладить интим было очень много. Но мне не хочется. Не физиологически с этим-то все в порядке, просто я пока не разглядела мужчину, с которым мне хотелось бы лечь в постель. И в последнее время я все больше ловлю себя на ощущении, что это давлеет надо мной. Потому что все предаются телесной любви, а я нет. Так принято, а я не следую этому правилу. Я никогда не была рабыней общественных стереотипов, но именно эта их часть, похоже, начинает меня раздражать. Иногда я себя чувствую просто моральной уродкой. Хотя сам факт моего одиночества не влияет даже на самооценку, я сознательно не хочу вступать в интимные отношения без особой тяги к человеку. Является ли мой случай все-таки отклонением, какой-то поломкой? Я сказал в 2 шагах, потому что боязнь быть никак все же имеется. Тем не менее, внутренняя сила и независимость налицо, а это уже немало. И, разумеется, никакого отклонения здесь нет. Нужно только не бояться того, что я не такая, как все, а радоваться этому. Ну и, конечно, не перегибать палку. Возможно, стоит снизить планку требований и быть проще. Судя по информации, которая обрушивается на нас отовсюду, можно подумать, что все только и делают, что занимаются сексом. На самом деле это иллюзия. Далеко не каждый в этом отношении ведет активный образ жизни, а многие и вовсе не имеют партнера. Но страх перед одиночеством и боязнь оказаться не таким, как все, заставляет верить в иллюзию. Взять, например, Париж с его духом свободы и непринужденности. Он завоевал репутацию города одиноких сердец. Каждый день с раннего утра люди бегут на улицу и расползаются по многочисленным кафе. Зачем они это делают, ведь чашку кофе можно выпить и дома, потому что из дома их гонит одиночество. Кому-то может показаться, что маятники намеренно порабощают человеческое общество своим правилам. Действительно, порабощают, но не маятники устанавливают это правило. Они существуют благодаря ему. Правило порождает маятник. А затем этот маятник начинает делать свое черное дело. Главное, в чем заключается деструктивность маятника, состоит в том, что он уводит человека далеко от стези, на которой он мог бы обрести подлинное счастье.
Представьте себе многолюдную улицу, на которой каждый идет по своим делам. Вдруг появляются люди в черном, загоняют всех в строй и заставляют маршировать. Кто-то пытается выйти, но его тут же грубо возвращают обратно. «Стой! Куда полез? А ну, встать в строй!» Такой фильм, как «Матрица», появился не случайно. Фантастика имеет тенденцию со временем воплощаться в действительность. И эта тенденция ускоряется. Если вы обратите внимание, разрыв между фантастикой и реальным воплощением все больше сокращается. Конечно, люди не сидят в колбах с прикрепленными к телу присосками, но аналогия проходит где-то очень близко. Всем кажется, что строй – это такая реальность. На самом деле необходимость находиться в строю – это иллюзия. Настоящая реальность состоит в том, что можно выйти из строя и отправиться своей дорогой. Но осознать это не так-то просто. Человек настолько привык жить со своими иллюзиями, что его требуется хорошенько встряхнуть или, как у Карлоса Кастанеды, сместить точку сборки, чтобы он понял, где реальность, а где иллюзия. Инвалиды, например, находятся в положении людей, у которых нет выбора. Они вынуждены либо всю жизнь страдать и мучиться от своей неполноценности, либо пренебречь правилам маятника. Если человек понимает, что ему больше нечего терять, он отказывается от погони за эталоном и начинает жить в свое удовольствие. Инвалиды, играющие в баскетбол на своих колясках, неизмеримо более счастливы, чем здоровые подростки, подражающие манере Майкла Джордана. Последние выглядят менее естественно, чем инвалиды, потому что шагают в строю, и никто из них не станет новым Майклом Джорданом, пока не сообразит, что нужно выйти из строя. Те, кто нарушает правила маятника, становятся либо лидерами, либо отщепенцами. Одни выбиваются в звезды, другие становятся изгоями. Разница между теми и другими в том, что первые уверены, что имеют полное право нарушить правила маятника, а вторые сомневаются в этом. Звезды рождаются самостоятельно, но зажигают их маятники. Тот, кто вышел из строя, создает новый эталон успеха. Маятники не терпят индивидуальности, они видят восходящую звезду, и им ничего не остается, как сделать ее своим фаворитом. Тогда устанавливается новое правило, строй разворачивается и принимается шагать за новой звездой. Понимаете, что происходит? Но для того, чтобы выйти из строя, необходимо знать, как это делать. Если вы будете бороться с людьми в черном, то потерпите поражение. В битве с маятниками вы будете повержены всегда. Весь секрет в том, что из строя нужно выходить без борьбы. Можно просто выйти и, спокойно улыбаясь, помахать людям в черном на прощание ручкой, а затем отправиться своей дорогой. Они будут лезть из кожи вон, чтобы загнать вас в строй, но ничего не смогут поделать, если вы отказываетесь от борьбы с ними. Но чтобы понять эту простую истину, необходимо основательно пересмотреть свое мировоззрение. В нашем мире многое перевернуто с ног на голову. Трансерфинг в этом смысле расставляет все на свои места и помогает отказаться от правила маятника. Правда, многим может не понравиться даже сама идея о том, что они втиснуты в матрицу. Тем, кто предпочитает не просыпаться, трансерфинг не нужен. Мы все получаем то, что выбираем. Иллюзия тоже выбор, и каждый, коли так ему больше нравится, имеет на это право. Я ведь никому ничего не навязываю и доказывать свои идеи не собираюсь. Вы сами все можете проверить на своем опыте. Я всего лишь прохожу мимо и говорю: «Эй, а вы знаете, есть трансерфинг реальности». Да ну? Ага. Я туда, а вы, как хотите. Вот и все.